Всем привет и спасибо, что вы заглянули ко мне опять в гости на мою любимую кухню, где мы с вами вкусно, полезно, быстро и дешево готовим. Дорогие друзья, сегодня я вам предлагаю сделать очередные блинчики, оладушки, но они необычные. Я такой рецепт никогда не делала, нигде не видела, я его нашла в датской кулинарной книге. Он мне очень понравился, но я, естественно, заменила пшеничную муку на цельнозерновую. И в чем исключительность или оригинальность этих блинчиков? Они будут у нас с лососем. Вы представляете себе? Вот такое я никогда еще не пробовала. И я думаю, вам тоже будет интересно. И почему я решила его сделать? Обычно, когда мы покупаем лосось, филе лосося, да, вот эта задняя часть, хвостовая, скажем так, она всегда такая более тонкая, менее жирная и не такая вкусная, если мы запекаем, к примеру, это филе или же делаем его на гриле. И я эту самую часть срезала, у меня получилось где-то грамм 300, вы сейчас увидите. И опять же сняла его со шкуры, мелко порезала кубиками, и мы этот продукт используем в наших оладушках. Обязательно попробуйте этот рецепт, он очень вкусный, и давайте приступать к его приготовлению. Для приготовления нашего блюда нам сегодня понадобится сковородка с крышкой, форма для вымешивания теста, лопатка, полотенце, ложечка. Все как обычно. И из продуктов 2 столовые ложки цельнозерновой муки, 1 яйцо, 350 грамм филе лосося, которое порезала уже так кубиками мелкими, 1 чайная ложка горчицы, буквально немножко соли, опять же по вкусу, 2 зубчика чеснока и щепотка каянского перца. И в завершение мы с вами добавим еще и 2 палочки сельдерея. Ну и масло, конечно, для того, чтобы мы жарили наши блинчики. Ну, теперь начинаем вымешивать наше тесто. Мы должны с вами смешать все ингредиенты и получим тесто. Сначала я всыпаю муку, теперь добавляем яйцо, так, сельдерей. Все у нас с вами будет очень-очень быстро. Теперь я возьму лосось. Видите, какой он квадратиками. Я его сняла со шкуры. И вот так вот он у нас выглядит теперь. И в завершении мы добавляем специи. Это чеснок, немного лука, чайная ложечка у нас горчицы и буквально щепотка каянского перца. Это все нам придаст такую пикантность к блюду. Теперь это все вымешиваем, как на обыкновенные оладушки или блинчики. Все продукты должны войти во взаимодействие. И мы с вами начнем выпекать на хорошо разогретой сковороде наши а-ля блинчики. Вот таким получилось наше с вами тесто по консистенции. Видите, оно густое, но оно таким и должно быть. Теперь начинаем выпекать. Включаем плиту. Я ставлю на 10. В сковородку я уже налила, как вы видите, растительное масло. Как только сковорода разогреется, мы начнем выкладывать наши блинчики, оладушки. Теперь все как обычно. Берем ложечку. Я также возьму лопатку для того, чтобы помочь формировать оладушки. И выкладываем, выравниваем. Ложечку можно смочить в водичке для того, чтобы нам было легче выкладывать блинчики, оладушки. Вот так вот. То же самое проделываем с остатком нашего теста.
У нас с вами получилось 10 блинчиков оладушек. Сейчас они обжарятся немножечко с одной стороны, потом, когда мы их перевернем, мы должны сковородку накрыть крышкой, для того, чтобы наша рыбка приготовилась. Смотрите, как все прекрасно у нас переворачивается, подрумянивается. И такие они у нас получаются чудесные. Запах совершенно чарующий у нас в кухне, потому что чеснок, сельдерей, другие специи тоже дают о себе знать, да? Вот еще последние 3 штучки переворачиваем и накрываем крышечкой. Вот такая красота. Смотрите, что у нас с вами происходит в сковородке. Все красиво, все обжаривается. И буквально через пару минуточек мы выключим их. Готовый продукт у нас на тарелке. Смотрите, какие они чудесные, наши оладушки, какие они красивые, какие они румяные. У меня получилось с этого объема теста 10 штук. Они небольшие, но они такие, видите, высокенькие. Их очень и очень хорошо подавать со сметаной, к примеру, и порезать туда укропчик. Будет очень такое пикантное дополнение к этим оладушкам. Чем хорош этот рецепт? Дети не всегда любят рыбку, да, и в этих оладушках мы можем скрыть рыбный компонент, как бы, да, но и тем не менее дети получат всю эту полезность, омега-3, все жиры, аминокислоты, все абсолютно полезности они получат вместе вот с этим блюдом. Пробуйте, готовьте. Эти оладушки можно взять как на перекус, так можно просто даже и скушать как отдельное блюдо, как ужин или как ланч. Можно брать как снэк, деткам давать также в ланчбокс, да. То есть пробуйте, и я уверена, что этот рецепт вам очень и очень понравится, потому что он все же необычен. Я никогда не делала каких-то блинчиков с рыбой, но у нас уже были и капустные, и с кабачка, и куриные, и с цветной капусты. А теперь у нас будут еще в нашей копилочке кулинарной и блинчики с лососем. Спасибо, мои дорогие, что были сегодня вместе со мной, что делаете со мной эти рецепты, что вас становится у меня все больше и больше. Всех вас люблю, желаю вам здоровья, счастья, гармонии, стройности и, конечно же, всегда помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. До новых встреч, мои хорошие, до новых вкусных и полезных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!